когда осень, например, переходила в зимний период, я могла вот так вот лечь спать здоровой, а встать с диким таким кашлем, причем я могла начинать кашлять где-то ночью, и затем этот кашель у меня затягивался на месяц, на 2, и было что на 3 месяца. И сколько я раньше не обращалась к врачу, мне всегда говорили: ну вы заболели, а что вы хотите? Кашель так и бывает до 3 месяцев. Причем представьте себе состояние человека, который не может не разговаривать по телефону, не общаться с людьми, не спать, не нормально есть, в общем-то на телефонные звонки не отвечать, в транспорте, самое главное, я не могла ездить. Я брала блокираторы такие от кашля, если мне надо кому-то позвонить по телефону или куда-то пойти, или в транспорте, чтобы от меня люди не шарахались. В общем-то я всегда полчаса где-то блокиратор, и дальше все сначала. В конце я была уже, работала еще последние годы подопытный просто кролик для врачей. Потому что мне назначали разные схемы лечения, и все вот последние 2 года это заканчивалось больницей, это заканчивалось капельницей. Когда мне в пульмонологии говорили: вы уже столько всего приняли, если бы еще в принципе несколько дней вас, наверное, не было в живых. Вот. Конечно, когда я пришла в МСП, я с этим начала бороться, и я уже не доходила до больниц, я не доходила до капельниц, и, в общем-то, мне это помогало, и этот кашель сократился у меня там до недели, до 2 недели. Я принимала тоже вот, тогда я еще не боялась принимать в таких количествах, вот уже в последнее время я знаю, что можно принимать большое количество. И что буквально недавно произошло? Прошлый год я уже, так сказать, благодаря БАДам прошла мягкость, практически до недельки я кашляла. И в этом году как-то вот, видно, переохладилась или с кем-то пообщалась с гриппом, и начался у меня кашель. Вот он также начался, я легла здоровая, проснулась с этим диким кашлем и думаю, ну все, готовлюсь на целый месяц, как говорится. И не очень-то мне, так сказать, и подарка помогала, понимаете, он у меня был такого характера, видно, у меня уже стравленный весь организм, у меня из-за того, что я вот хлорсульфонкой обожжен был не один раз, вот мой, так сказать, пищевод, весь все, это какие-то накладывались вот мои профессиональные уже проблемы, и у меня начиналась еще аллергическая реакция, видно, сюда присоединялась. И тут, о чудо, когда я уже готовлюсь целый месяц, как говорится, кашлять, отменяю все встречи, мои знакомые знают, вот даже здесь коллеги, что я не разговариваю по телефону, только общаюсь смс-ками. Стоит баночка листьев оливы. Назначена она была моей внучечке в начале, значит, где-то осенью, нашим прекрасным доктором, когда она заболела. И мы поняли, что она от нескольких капсул быстро вышла из болезни. И я думаю, ну это же маленькая, молоденькая организм, так вот хорошо сработали листья оливы. И я думаю, о, стоят листья оливы, ну попробую-ка я. И вы представляете, я выпиваю 2 капсулы, и значит я совершенно перестаю кашлять. Я думаю, какая-то случайность, наверное, какое-то чудо произошло. Звонят мои знакомые, я говорю, представляешь, выпила 2 капсулы листьев оливы, перестала кашлять. Но это какая-то случайность, я еще посмотрю, что со мной будет. Проходит несколько часов, я выпиваю еще 2 капсулы. Ну, уже это 2-я половина дня. Я совершенно перестаю кашлять. Представляете, просто вот был кашель дикий, его нету. Ну и так я дальше продолжаю. И вы можете представить, с 4 капсул листьев оливы, но это я так еще ночью чуть-чуть подкашляю, я перестаю кашлять. Вот я выпила банку, ко мне не вернулось ничего. Я взяла сейчас 2-ю баночку, чтобы это все закрепить, добить. Ну вот, в принципе, только вот 2-ю банку взяла, пью. Значит, смотрите, когда я начала смотреть, уже интересоваться, тут вот буклетик у нас, тут написано, что в листьях оливы есть такой олеоропеин, который, вот Галина Петровна говорит, что вирусов нет в оболочках, а вот, например, стрептококки все, они имеют такую оболочку, что ее вообще разрушить нельзя. И вот этот олеоропеин, оказывается, разрушает эту оболочку, что вообще ничего не может
делать, ни одно практически. И он, да, проникает внутрь, и вот эту микробную клетку наполняет фосфором, калием, глутаматом, то, что есть в листьях алии, и он сразу же прекращает размножение от вирусов, бактерий, убирает вот этот вот синдром, как говорится, как у меня, ну какой-то, наверное, как астматический уже был, я не знаю, это что такое. И вы знаете, это вообще чудо. Так что если у кого-то такие проблемы, вы не можете выйти как бы из вот таких долгих вирусных инфекций, да? Кашель вдруг вас одолевает, плохо есть там гриппа, вы ходите, применяйте листья оливы, какой еще побочный эффект? Вот этот листья оливы прекрасно работает на сосуды, он укрепляет стенку сосудов, вообще предотвращает ломкость, капилляры, в общем, по капиллярам хорошо, он прекрасно холестерин снижает, он прекрасно работает с опорно-двигательным аппаратом. Что такое побочный, как я говорю, эффект я получила? У меня как раз заболела и спина в том числе. И потом я ложусь спать, я пропиваю вот банку, уже сколько-то пропиваю, думаю, о, что-то у меня спина уже не болит, оказывается. И вот